Совместный шаг Беларуси и России кардинально изменил баланс сил, вызвав шок в штаб-квартире НАТО. Именно так описывает аналитик Army Recognition Group Теоман Никанчи получение в Минском очередной партии российских ЗРК малой дальности ТОР-М2К. Фактически это позволит создать аналог железного купола на восточном фланге НАТО. Как пишет ARG, появление новых ЗРК не рядовое событие, а скорее кульминация долгосрочной стратегии Москвы и Минска по формированию интегрированной региональной системы ПВО и ПРО. Это означает не просто количественное наращивание систем ПВО, а количественный скачок в плотности и эшелонированности обороны на границе с главными потенциальными агрессорами – Польшей и Литвой. ТОР-М2К станут эшелоном, дополняющим средства дальнего действия. Новые ЗРК резко затруднят использование противником оружия дальнего действия беспилотников или крылатых ракет против Беларуси и России, создавая эффект ежа. Густую оборону, где каждый объект защищен от маловысотных натовских угроз. Это не просто обновление арсенала, а создание фактически постоянной бесполетной зоны А2-АД. Над стратегическими важными объектами и потенциальными зонами конфликта, пишет ARG. Размещение дополнительных ТОР-М2К следует рассматривать в более широком контексте интеграции союзного государства, где Беларусь уже размещает российские вооружения, включая различные компоненты ПВО. Эти системы, интегрированные в многоуровневый щит, предназначены для защиты командных пунктов и авиабаз, логистических центров, а также постоянно или временно дислоцированных на территории Беларуси российских войск. ТОР-М2К объединяет радар, систему управления огнем, пусковую установку с 16 ракетами. Все это объединено в одной боевой машине, что упрощает развертывание и повышает оперативность. Радар обнаруживает цели на расстоянии более 30 км, а система вертикального пуска ракет и круговой радиолокационный охват позволяет поражать несколько целей одновременно на дальности до 12-15 км и высоте до 10 км. Таким образом, как пишет ARG, ЗРК специально оптимизированы для перехвата низколетящих беспилотников, крылатых ракет и высокоточных боеприпасов. Именно их НАТО мог бы использовать на первом этапе агрессии против Белоруссии и России. В отличие от таких тяжелых систем, как Панцирь С-1, который сочетает пушечное и ракетное вооружение и оптимизирован для борьбы с роями беспилотников, или западных аналогов вроде NASAMS и IRIS-T SLM, ориентированных на защиту стационарных объектов и интеграцию сетевых датчиков. ТОР-М2К объединяет все эти компоненты на одной бронированной платформе. Примечательно, что в ТОР-М2К используется белорусское колесное шасси МЗКТ 6922 6х6. Этот факт, по мнению ARG, подчеркивает готовность Минска сохранить мощь отечественной оборонной промышленности, даже несмотря на западные санкции. Шасси МЗКТ 6922 обеспечивает скорость до 80 км в час по шоссе, позволяя быстро перемещаться и прикрывать маневрирующие войска или меняющие дислокацию критически важные объекты. Выбор в пользу ТОР-М2К не случайен, считает Теоман Никанчи. Опыт конфликтов в Сирии и Украине, где беспилотники, в том числе барражирующие боеприпасы, дроны камикадзе, стали одним из важнейших видов вооружения, доказал острую необходимость в мобильных системах ПВО, способных за считанные секунды реагировать на комбинированные натовские угрозы на малых высотах. В Сирии ЗРК обеспечивал защиту авиабазы Хмеймим от многочисленных атак беспилотников и ракет, запускаемых террористами. Сирийский опыт позволил разработчикам усовершенствовать режимы работы радара и обновить программное обеспечение. С 2022 года комплексы ТОР-М2 активно задействованы в зоне СВО, где они формируют важнейший эшелон в системе ПВО малой дальности. Их основная задача – защита маневренных подразделений сухопутных войск и дорогостоящих систем ПВО большой дальности, таких как С-300 и С-400, от угрозы украинских БПЛА. Именно поэтому, как пишет ARG, украинцы фактически объявили охоту на ТОР-М2 с помощью своих FPV-дронов. Как пишет ARG, ТОР-М2К идеально соответствует всем требованиям, предъявляемым к ЗРК его класса. Вот такие вот, друзья, у нас новости. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и обязательно оставляйте свои комментарии.